Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами команда Юпитер Стар и я, Валентин Бахвалов. И сегодня мы с вами поговорим о том, что когда же у нас все-таки падали цены на квартиры. В истории Новой России было уже 4 больших финансовых кризиса, когда рубль уверенно пробивал очередное дно. 91-92 год вместе с Черной Пятницей 94 года, 98 год, 2008 и 2014 год. Когда из них падали цены на квартиры в рублях? Правильный ответ – ни в каких. Цены падали лишь в пересчете доллара на евро. А сколько россиян получает свои доходы в валюте, отличной от рублей? Всего лишь доли процента. Соответственно, если в предыдущие года вы не держали свои деньги в валюте или других финансовых инструментах, которые бы нивелировали последствия падения рубля, вы не могли купить квартиру существенно дешевле, чем она стоила до кризиса. С чего бы тогда падать ценам в рублях на квартиру на первичном и вторичном рынке сейчас, когда застройщики так тесно взаимодействуют с государством к выгоде для строителей? Покупать квартиры будут в любой экономической ситуации. Есть много людей, которым надо решать свои жилищные вопросы прямо здесь и сейчас. Да, не будут покупать те, которые хотели бы нажиться на банальном росте цен, потому что роста цен на квартиры вполне может и не быть, или он уже будет на уровне инфляции, или даже ниже. Но какова доля покупателей квартир, желающих просто перепродать через год-два? Точно не 50% и даже не 30%. И сможет ли рынок пережить такое сокращение количества потенциальных покупателей? Да, и это он доказывал уже не раз. Как только желающих купить квартиру становится меньше и предложений. Но как такое может быть, скажете вы? Ведь чем меньше спрос, тем ниже должна становиться цена. Это основа экономики. Да, это основы. Но экономики идеальной, чистой, без примесей различных жизненных ситуаций. В случае рынка недвижимости России такой особенностью является позиция инвесторов в квартиры, которые решили вложиться в квадратные метры с целью перепродажи. Как только покупателей становится меньше, многие инвесторы просто консервируют свои активы и сдают эти квартиры в наем. И не ради получения реального дохода, а для того, чтобы получить бесплатный актив, пусть и замороженный. Как только рынок вновь будет разогреваться, такие инвесторы просто зафиксируют прибыль. Доля таких инвесторов достаточно большая, они играют в долгую и прекрасно понимают, что в рублях они ничего не выиграют, если не будут поддаваться панике и сбрасывать квартиру в эпоху падения цен. Падения, которого по факту никогда не было, а в будущем покажет жизнь. Пока же рост цен продолжается, несмотря на снижение количества выданных ипотечных кредитов, ухудшение макроэкономических показателей экономики нашей страны. Можно подождать равновесия рынка и снижение цены или нового курса рубля к евро и доллару, а он может быть любым. Глава Сбербанка спрогнозировал падение цен на жилье. Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов. По словам председателя правления, стоимость квартир в ближайшее время стабилизируется, поскольку спрос на недвижимость из-за новых условий льготной ипотеки несколько охладел. По данным председателя, выгодное жилищное кредитование подстегнуло рост цен на жилье на 17-20%. Спрос по ипотеке начал расти за счет льготных программ, которые были приняты в 2020 году. На мой взгляд, это было очень правильное решение, потому что оно поддержало людей и строительную отрасль. Но на фоне падения ввода жилья практически по всей стране мы увидели рост цен в среднем на 17-20%, что очень много на самом деле. Какой же прогноз сейчас? Очень много недвижимости закладывается, и на рынке много предложений. Часть льгот по ипотеке отменили, поэтому спрос упал. Льготную ипотеку на квартиры в новостройках под 6,5% годовых ввели в апреле прошлого года. Программу продлили до 2022 года, но на менее выгодных условиях. Максимальная сумма ипотеки для всех регионов сократилась до 3 миллионов рублей, а ставка возросла до 7%. В результате количество сделок сократилось, но не факт, что благодаря этому цены стабилизируются. Президент заявил, что впервые за всю историю царской, советской, современной России появился шанс решить жилищный вопрос. Подобное заявление он делал прошлым летом. А по мнению специалистов, для того, чтобы выполнить это, России потребуется от 10 до 30 лет. Все потому, что темпы строительства должны возрасти. Но, как говорится, надежда умирает последней. А с вами была команда Юпитер Стар и я, Валентин Бахвалов. Юпитер Стар.